Ты знаешь, щас пока готовилась к сессии, а, отследила, что может создаться, наверно, такое впечатление, что я вообще просто какая-то ходячая депрессия, потому что мне нашей энергии, вот то, что мне удается создать на сессии, хватает как раз ровно на 2 недели. И оставшиеся дни до сессии я уже просто, знаешь, дотягиваю. Там, понятно, в махровом сопротивлении, что да ну нафиг, да мне это вообще все ничего не надо, все тлен. А, и я вообще задумалась, а как вообще до коучинга-то я, с этим справлялась? И Существовало. Хороший да, вопрос. да, Вер вообще непонятная история. А, ну и, в общем, вот как-то, а, уныло, а, поняла, что я безумно устаю от необходимости постоянного интеллектуального труда. Вот это настолько реально прямо, э, выматывает. И все предыдущие 2 недели меня покинула муза, у меня был срок сдачи определенного фрагмента по диссертации, и никакие мои проверенные, инструменты саморегуляции не помогали. Ну, в общем, в итоге, я этот кусок сдала. И ты знаешь, я почувствовала такое облегчение, такую радость, что, вспомнила вот этот анекдот про козу, когда, э, человек жалуется, что как ему плохо живется Богу, и он говорит ему: "Ну, козу заведи, когда у тебя Да-да-да. там 13 детей, и ты живешь в однушке в коммуналке". И ты знаешь, я подумала, может быть, я вообще всю эту историю с диссером, вот она может быть для меня как та коза, а, потому что реально вот в тот момент, когда я нажала "Отправить", научному руководителю, ты знаешь, я как заново родилась. Я почувствовала, что вот она жизнь, что, боже мой, какой кайф, мне несколько дней вообще не надо об этом больше думать. Вот она свобода, вот живи, радуйся. Ну, в общем, когда, ну, в общем, много вопросов к себе. И много сейчас всего наговорила. А, с одной стороны, глобально, вот для меня это все про одно и то же. А, Ты знаешь, мне не очень нравится вот это замыленное слово про проявленность. Еще меньше мне нравится про реализацию. Но, наверное, вот это все туда, потому что я устала. Вот. Мгм. Я даже выписала себе вот эту фразу: "Устала от необходимости постоянного интеллектуального, труда", да, ты Да, говорила? да, да. Слушай, ну как красиво, да, как звучит-то. Ужасно звучит, по-моему, я. Нет, можно найти красоту в безобразном, конечно. Ну, типа да. Слушай, я вот еще хотела с тобой поделиться, вот перед тем, как мы нырнем поглубже, мой такой мое наблюдение. Я не могу сказать, что я прям, человек, который, изучает и сидит в соцсетях, но я реально видела, почему-то у меня какое-то впечатление сложилось. А, я видела, как ты выкладывала в соцсети отзывы клиентов, как у них там уже все начало идти, и чеки поднялись, и вот прям вот сейчас, не знаю, мне кажется, что это на последней неделе, вот у меня почему-то какое-то такое со стороны сложилось впечатление, как будто что-то попёрло. Что там вообще попёрло и как это возможно касается, потому что, ну, то есть работали с этим, да, вот, признаю себя, признание, вот это все, что там вообще? Да, Ян, знаешь, это очень в точку, потому что, раньше я могла бы тебе сказать, что у меня это состояние, потому что у меня условно нет денег. А, и раньше, когда так говорила, все равно я чувствовала, что, конечно, где-то я здесь вру. Не очень, может быть, осознанно, но где-то я здесь вру. Сегодня я совершенно четко понимаю, что это вообще не связано с деньгами. Что есть деньги, нет деньги. Вот это мое состояние с этим не связано.
И, то, что ты говоришь про клиентов, это действительно так. И я пытаюсь, себе это присваивать. Но оно такое пока еще. То есть вот как бы их результаты, твердые, измеримые, абсолютно можно потрогать, а моя внутренняя история как, тополиный пух. Такой очень неустойчивый, нестабильный. А, ну и, в общем, глобально он даже как-то с результатами моих клиентов, наверное, не связана эта история. Может быть, опять, вру, но вот сейчас почему-то так кажется. И тогда вот сегодня о чем бы ты хотела? Мы вот прошлись, много чего выгрузила, и, начиная от диссертации, клиенты, деньги, вот всего много было, вот, состояние, да, о котором ты рассказывала, много делилась. Вот еще что-то, куда сейчас бы ты хотела, в чем сегодня, о чем сегодня? Ты знаешь, вот хочется, как, в этой фразе, есть и худеть. Вот, вообще ничего не хочу делать. И понимаю, что, конечно, да, что, может быть, там я падаю в детскую позицию, да, может быть, я объективно устала. А, ну, не знаю, вот про объективную усталость. Потому что когда я делаю то, от чего меня штырит, у меня не может быть усталости. И о чем тогда сейчас мне говорит вот это мое прям вот просто под одеяло, сериальчик, пицца и бесконечность "Меня не трогайте". Слушай, а вот на сессию сейчас чё вышло-то? Ну вот если такое состояние, сериальчик, пицца, да, ну вот, а сидишь сейчас здесь. Ты Чё там? знаешь, вот именно с этого же и начала, что я знаю, как мне потом хорошо, и как я потом на этом до следующей сессии 2 недели еду. И для меня это вот как, ну, там, нехорошо, наверное, назвать допингом и наркотиком. Вот. Ну, пусть пока так. То есть как возможность зарядиться. И знаешь, тогда интересно, а что такого происходит в сессии, что я заряжаюсь? Ты знаешь, вот я не знаю, может быть, это про то, что я ни разу не фанат самокоучинга. И если, можно ни о чем не думать, ничего не делать и просто лежать тюленем, я с удовольствием буду не думать и лежать тюленем. И, наверное, да, наверно, тогда получается, что наши сессии — это для меня как поход в зал. То есть там я это делаю для физики, здесь я это делаю просто, чтобы вообще не превратиться в какую-то размазанную слизь. Да. У меня еще такой вопрос родился. Вот когда ты себе задала вот этот вопрос, для чего там я иду на коуч-сессию, что я такого получаю от этих коуч-сессий, и у меня вообще вопрос родился в этот момент, а что у тебя, вот ты говоришь, ты пополняешь эту энергию, а вот что у тебя забирает столько этой энергии, что она уходит вообще, куда она тебя ну, так сильно уходит? Ты знаешь, вот, тоже думала об этом. Единственная моя версия, что вот все, что за пределами одеяла, вот оно все забирает энергию. Вот по ощущениям сейчас так. И с одной стороны, да, я прекрасно понимаю, что, например, ну, там тот же бег.
мне нужно очень много приложить усилий, чтобы встать и пойти. Но я знаю, что мне потом будет хорошо. То есть у меня все получается через насилие. Ну вот смотри, энергия ж потом как бы приходит, насколько я Да, понимаю, да, ты от бега, потом ты вкладываешь, ну и ты получаешь какое-то да, удовольствие. Потом ты заряжаешься на определенное время. То есть, получается, уже не все оно у тебя, да, да, забирает. да. Мгм. Знаешь, щас подумала еще, что, наверно, большинство родственников забирает, но как-то прям грустная какая-то история тогда получается. Прямо совсем. Но глобально да. Много забирает, когда я падаю вот в этот пух, в эту слизь, в эту нестабильность. Но как я туда падаю? Ты знаешь, наверно, когда есть какие-то ожидания. Потому что, понимаешь, я прекрасно понимаю, что нет ожиданий, нет разочарований. А, и тем не менее, когда я что-то делаю, м, я всё равно, конечно, что то хочу этим сказать, этим действием. Слышат не всегда, практически никогда или очень редко. Тогда можно предположить, что я что то неправильно говорю, неправильно делаю. В общем, понимаешь, тогда получается вот сложная история про то, что, условно, там, если ты в монастыре или если ты на ретрите, ты легко и непринужденно поддерживаешь себя в этом состоянии. Поддерживать себя в этом состоянии в миру сложно. И, в общем, тогда получается, что я не вывожу. Ань, давай сверимся. То есть мы сейчас, ты сейчас, исследуешь состояние, правильно? То есть что, чем вот это время занимаешь? Мы исследуем состояние определенное, в котором вот ты сейчас, находишься. Там уже даже есть, ну, то есть ам, скажем так, определенное количество времени. То есть ты находишься в этом состоянии. Вот сейчас исследуем это состояние. Как ты для себя вот сейчас видишь вот этот результат сессии? Вот чтобы вообще хочется, как ты это видишь? Ты знаешь, вижу, как всегда после сессии, когда появляется энергия. Может быть, не прямо активное желание что-то идти и делать, но, по крайней мере, какая-то шевеление, шевеление энергии. У меня даже голос пропал. Хрип. То есть, Ага. получается, состояние, в котором ты сейчас находишься, оно якобы переходит в другое состояние, в котором ты, в которое есть вот этот ресурс, энергетический ресурс, Да, правильно? да.
Расскажи еще вот немножко, как ты вот сейчас вот уже выгрузила много всего, поделилась? Вот что сейчас, как вот сейчас вообще чувствуешь? Какие, возможно, не знаю, изменения, что-то? Ты знаешь, с одной стороны становится легче, с Мгм. другой стороны, я прям чувствую, как у меня пропадает голос, и мне прямо интересно, это сейчас что такое происходит? Это что за сигналы такие? Ну, то есть я могу предположить, что это про что-то важное, и как раз про то, во что я сказала, что меня не слышат, и тут у меня, значит, начинает пропадать голос. Прямо интересный такой момент. Учитывая, что физически с горлом в обычной жизни у меня нету проблем никаких. Вот прямо тишина в ответ. Ян, прям вот тишина. Никаких идей, все разбежалось. Да, ну, у меня появилась идея, я поделюсь, не знаю, чё оно. Вот как думаешь, может ли вот в этом состоянии быть какие-то вторичные, боже, смотри, вот уже у меня язык путается, выгоды? Как думаешь, может что там быть такое? Ты знаешь, оно вот в принципе для меня просто привычное и родное. И кроме привычки, вот кроме привычки нет идей, Ян, честно. То есть состояние привычное и родное, да? Да. А насколько ты готова с ним расстаться? Или, я не знаю, или хочешь, может, вообще, как тебе вообще такая идея, если оно такое привычное и родное? Насколько его вообще нужно менять? Ты знаешь, мне интересно попробовать. Потому что когда все таки я перехожу из этого условного, там, в кавычках, минуса на плюс, то там так веселенько, там, нормально. Может быть, просто я сама еще себя там не вижу прямо тотально, и, может быть, тогда это опять про взрослость. Не знаю, потому что я, ну, вот что то опять теряюсь, прям как мысли так щух-щух проскакивают, и не могу ничего выцепить. Знаешь, у меня пришло вот, почему-то я увидела вот эти американские горки, так знаешь, вверх-вниз, вот как ты начала Да, делиться, что это, потом пошла в плюс, потом пошла в минус, вот, знаешь, вот это прям увидела. А вот если вот сейчас соединиться со своим бессознательным, вот, да, вот представить, вот как выглядит вот это состояние, вот к которому ты бы хотела сейчас, прийти? Вот как оно вообще выглядит? ты знаешь, для меня это про ты посмотри. А, для меня это про внутреннюю опору.
про то, когда мое состояние вообще не зависит от, внешних факторов. От внешних факторов, от других людей, от ситуаций. Оно вообще никак не зависит. И оно не зависит в том числе ни от каких там вот этих, в кавычках, результатах. Вот это абсолютно дзен. И это было бы прямо мега круто. Но тоже такой интересный момент, потому что я не знаю никого, кто был бы всегда в таком состоянии. А, и можно было бы сказать там, что там, не знаю, Будда, или какие-то великие учителя, но, а, я не знаю, смотрела ли ты "Дикая-дикая страна" про Оша? Я его читала, но, честно, не смотрела. Ну вот, он был, любовью всей моей жизни. И просто как бы что, ну, вот что значит человек может быть, таким, значит, есть куда стремиться. А, в этом фильме оказывается, что ничто земное ему было не чуждо. И это меня сильно тогда расстроило. И тогда я не понимаю, какие могут быть ориентиры. Я не понимаю тогда, с чем мне сверяться. Я не понимаю тогда, как я могу, там, я не знаю, в лучшей версии себя, как это должно быть. Ну, тогда сразу прямо много вопросов и никаких ответов. А много вопросов в какой момент появилось? В тот момент, когда я начинаю смотреть, а как бы я хотела, и что это такое внутренняя опора. И, понимаешь, здесь с одной стороны можно было бы опять пью голос. С одной стороны можно было бы, э, пофилософствовать и пойти в то, что, в каждый момент быть максимально честной. Но если моя честность под одеялом спицей, и пицца же там сама себя не купит, и она же сама там не появится. Конечно, я понимаю, что там вот все это в материнскую утробу, вернуться в детское состояние. А если не так, ну, я не знаю тогда, как я. Смотри, правильно ли я вот всё услышала? Изначально ты поделилась тем, что хотела бы жить так, чтобы внешние факторы на тебя не влияли. То есть люди, какие-то что-то там, какие-то другие обстоятельства. Для этого нужно развить внутреннюю опору. Что вот есть внутренняя опора, она развивается. Потом пришла к тому, что, говоришь, я не знаю еще людей, которые постоянно находятся вот в какой-то стабильности, да, то есть постоянно, ну, то есть, скажем так, что-то у кого-то случается, вот. Нет вот этого постоянства. Сейчас потом начала говорить про Оша. Вот что это сейчас, вот где сейчас ты находишься? Что это сейчас тебе все дает, что понимаешь? Ты знаешь, я прекрасно понимаю, что, постоянство и стабильность — это смерть. Вот умер, и уже больше вообще тогда ничего не меняется, тогда уже все железно, стабильно. А, пока я жива, ничего стабильного, наверное, быть не может. И мне надо как-то тогда присоединиться к этому жизненному потоку, да, а то я прям чувствую себя выпавшей.
А насколько ты сейчас чувствуешь, что ты с ним соединилась? Вот сейчас в сессии, ты здесь. Ты знаешь, сейчас увидела, что вот это состояние как раз происходит, когда я с ним разделяюсь. И теперь сейчас мне надо быстро как-то с ним соединиться. Знаешь, сказала быстро и задумалась, я как вообще хочу делать быстро, медленно. И глобально я же понимаю, что он всегда во мне, и это не он из меня выпадает, а я перестаю его видеть, я перестаю что-то в себе признавать, замечать. Что это за моменты, когда ты выпадаешь? Ну, когда ты перестаешь это замечать? Ты знаешь, я думаю, что это как раз вот такие моменты, когда у меня начинает уходить энергия. Ну, то есть, как если бы я брала себя саму из розетки и отключала. Знаешь, вот я сейчас представила себе просто лампочку, да, не знаю, ну, там, как я делаю, я ложусь спать, я ее выключаю, чтобы она не сгорела, чтобы, там, не знаю, не перегрелась или, ну, потому что мне так научили в детстве, лампочку нужно как бы выключать, потому что, во-первых, электроэнергия экономится, да, там она должна перегрузиться, потому что там через месяц она просто перестанет работать, эта лампочка. Не знаю, мне сейчас почему-то эта метафора пришла, как оно у тебя отзывается с лампочкой. Ты знаешь, интересная мысль, но вот мне хотелось бы верить про себя, что я бесконечна, и что я вечна, и что я не могу а, превратиться в тотальное ничто. Я могу менять форму существования. Слушай, я сейчас прям только что-то почувствовала, ты как начала говорить про эту бесконечность, про эту вечность, вот и ты вот у тебя она какая-то более уверенно стала. Ты знаешь, Что тоже это в себе отследила, действительно, да. И знаешь, это вот как эта метафора ко мне пришла как раз когда про рассоединение, про каплю и океан. То есть Мгм. капля падает в океан, она типа уже больше не капля, она с одной стороны, можно сказать, что она умерла, а с другой стороны, она стала океаном. Знаешь, вот начинаю чувствовать этот океан в себе, прям хочется так сразу расшириться, сразу становится легче дышать. Я вот здесь в груди прям чувствую вот какие-то такие, типа, вот как волны, я даже не знаю, как но вот такое вот что-то вот. Да, потому что вот я прям чувствую, как отпускает, становится легче, хочется смеяться, и типа вот он, мэджик случился. Я получила свою дозу. Слушай, окунись сейчас в этот magic. Что там? Можешь вот туда прям погрузиться? Что он тебе говорит-то? Этот океан, эта капля.
Ты знаешь, это про то, что это всегда со мной и всегда во мне. И просто мне надо как-то, э, не знаю, как объективно это делать, но мне нужно держать это состояние. Знаешь, оно тогда получается не про опору, оно тогда про расслабление. А в чем разница? Ты знаешь, вот я тоже задумалась, в чем разница. Вот, а, опора, наверное, это некая непоколебимость, а расслабление — это гибкость. А если непоколебимость соединить с гибкостью, тогда, наверное, получается жизнь во всех ее проявлениях. И тогда, с одной стороны, мне хотелось бы сказать, что тогда я могу и грустить, и радоваться, и ругаться, и делать все, что угодно, не сливая энергию. А как тогда я не сливаю энергию, если я не напрягаюсь? Ну, в общем, наверное, да, Ян. Почему-то интернет. Аня, что сейчас происходит? Ты знаешь, вот мне кажется, что я соединяюсь с жизнью, по ощущениям. Слушай, мне кажется, что какая-то такая мощная энергия пошла. У меня даже что-то со связью. То есть ты немножко у меня, ну, отстает картинка и звук. Там прям что-то очень мощное у тебя там произошло. Наверно, потому что у меня тоже прям даже так голова немножко поехала. Под- Мгм. Мгм. Вот я не знаю, как у тебя, но у меня просто тишина какая-то, и она объемная, она очень большая. Я даже, честно, вот, знаешь, с одной стороны, очень много вопросов, а с другой стороны, даже не хочется открывать рот. Потому что такое ощущение, что у тебя там что-то такое сейчас происходит у тебя. Ты знаешь, да, у меня тоже вот прям какой-то такой звон в ушах и какие-то такие космические, а, пространства. И они как бы и внутри, и Так, что снаружи. что Слушай, как ты себя там сейчас чувствуешь в этом пространстве? Что там? Ты знаешь, прямо вот, хорошо. Вот прямо хорошо, и все, мне кажется, я готова на завершение, готова идти дальше жить, следующие 2 недели. Следующие Э, 2 недели. А можешь буквально вот еще немножко прокомментировать то, что произошло в тот момент, когда ты начала делиться о том, что вот я это услышала как будто принятие жизни, вот ты говорила, принятие жизни во всех ее проявлениях, вот когда это.
да, это есть. Что там вообще такое произошло и как оно дальше может повлиять на твою жизнь? Ты знаешь, вот, прямо совсем отпустила, когда пришло слово "расслабление". На опору не было такой реакции, как, на расслабление. И стало легче тогда сразу. Слушай, момент был, когда сказала опора и вот это расслабление, когда они вместе, да, вот когда это все вместе, и что там родилось у тебя? Это как раз ты вот, мне кажется, вот и говорила про принятие, такое было. Что там? Ты знаешь, я пыталась поженить опору с гибкостью, но вот и они не очень поженились пока еще, а просто появилось расслабление. И я понимаю, что в этом расслаблении может быть, и наверняка и есть и сила, и опора. Просто пока на это нету телесного, чувственного отклика. Вот когда оно женится, что тогда получается? А расслабление прям беру сразу. Мгм. А какую оно сейчас роль отыгрывает в твоем состоянии? Ты знаешь, вот я прям расслабилась, и тут же появилась энергия. Есть захотелось, в общем, жизнь налаживается, и как-то становится прямо сразу легче. Прям, знаешь, как э, из депрессии к счастью за полчаса. Слушай, какое замечательное название, да? Да. Да, из депрессии, к счастью, за полчаса. Мгм. Скажи, сейчас просто я чувствую, что ты вот в таком состоянии, говоришь, и энергия появилась, и кушать захотелось. Вот что вот дальше с этим состоянием будешь делать? Вот шаги какие-то, да, что дальше будешь делать с этой расслабленностью, как будешь ее внедрять, если хочешь ее внедрять, возможно, в свою жизнь, как оно вообще будет выглядеть все. Ты знаешь, ну вот когда есть такое расслабление, то все, что я делаю в обычной жизни, доставляет больше радости. То есть как если бы это расслабление притягивало радость от каждого момента. Поэтому буду жить и радоваться. Красиво. Ну, блин, извини, но я должна задать еще один вопрос, почему-то он выходит. Ходит от головы, ты говорила, вот, что вот у тебя в жизни очень часто все через насилие, да, вот через насилие, вот это вот насилие. Как сейчас видишь, изменилось ли что-то? Ты знаешь, важно держать на этом фокус внимания, потому что привычка, она сильная, она, конечно. То есть в тот момент, когда выпадаешь из осознанности и моментально возвращаешься на старые рельсы. Вот если держать в фокусе внимания это расслабление, то тогда прямо вот кайф. Прямо становится легче жить. Так зависает. Слушай, какие новые действия вот ты должна внедрить в свою жизнь, возможно, чтобы, ам, вот чтобы от этой старой привычки уйти? Что может быть этими действиями? Ну, так, первая версия чаще встречаться, не раз в 2 недели. Вот. Но понимаю, что это я просто сейчас ищу себе костыли какие-то. М. Ты знаешь, вот пока нету идеи, кроме как держать фокус внимания на расслаблении. Окей.
И, может быть, отслеживать, когда я что-то делаю через, вот опять, через, насилие. Ну и если я буду это ловить, то сразу смотреть, как я могу это сделать из расслабления. Наверно, так. Ань, у нас уже вот время 40 минут. Скажи, есть еще что-то или можем к решению? Можем завершать, Ян. Я получила свою дозу, я получила то, что хотела. Абсолютно готова завершать. И вообще, благодарю и себя, что я, а, иду и не бросаю себя, и не сдаюсь. И благодарю тебя за то, что ты создаешь такое, пространство, где мы можем и в космос полететь, и в океан опуститься, и где мы можем все это собрать и разобрать. Для меня это очень ценно. Связь шалит, с ума сойти. Прям это твоя энергия. Я Да, прям чувствую. Спасибо тебе. Переименовать коуч-дилер, знаешь. точно, точно, дилер состояния, дилер вашего состояния. Вообще гениально. 100%, да, да. Да, Ань, большое за доверие, за сессию. Прям было очень круто. И, честно, я сама энергией. Я вот прочувствовала, вот когда ты погрузилась. И для меня это, знаешь, это прям большущее спасибо вот за то, что даже вот побыть, соприкоснуться с этим, это очень круто. Прям спасибо. Спасибо огромное, Ян. До скорейших встреч. Пока-пока. Пока. Спасибо большое. Пока-пока. Пока.